Министерство юстиции США собирается обвинить биржу Binance в мошенничестве, поскольку она незаконно предоставляла свои услуги гражданам США, занималась отмыванием денег и выводила миллиарды долларов через офшоры. Да, такую информацию предоставили инсайдеры, знакомые с этим вопросом, после чего биткоин снова пробил уровень 29 тысяч, а монета BNB за секунду скатилась на 4%. А еще стало известно, что Binance обслуживает больше 5,5 миллионов трейдеров из Китая, где крипта полностью запрещена и уголовно наказуема. Но есть и хорошие новости. Самый большой биткоин-кит Майкл Сейлор собирается купить биткоин на 750 миллионов долларов. Такие слухи стали обсуждать после того, как компания Сейлора MicroStrategy продала акции на эту большую сумму. А как показывает практика, Сейлор всегда продавал акции только для покупки биткоина. И эту сделку он может провести уже в ближайшее время. А также после шумихи вокруг биткоин ETF в прошлых месяцах, вчера началась новая гонка по запуску ETF Ethereum. На сегодняшний день уже 6 компаний подали заявки в SEC, и в то же время аналитики повысили вероятность одобрения биткоин ETF с 50 до 65%, что является очень положительным фактором для биткоина и всего рынка крипты. Собственно, все эти и многие другие новости мы подробно разберем в сегодняшнем видео, которое получилось очень интересное, поэтому смотрите его до конца, а перед просмотром я попрошу вас поставить лайк, ведь только ваши лайки влияют на скорость выхода новых видео. Чем быстрее мы наберем 800 лайков, тем раньше мы опубликуем новый ролик. Заранее спасибо вам за поддержку, желаю приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. В наших прошлых видео мы озвучивали, что биткоин ETF могут одобрить в августе, но авторитетные эксперты криптофирмы Grayscale, которая имеет крипту на сумму более 20 миллиардов долларов, уже опубликовали отчет с четкой датой и месяцем, когда это может произойти. А найти этот отчет и узнать, как одобрение ETF повлияет на биткоин, вы можете в нашем телеграм-канале. Также благодаря нашему телеграм вы будете 24/7 оставаться в курсе всех событий. Ведь мы публикуем только важную и эксклюзивную информацию, поэтому подпишитесь по ссылке в описании. А начнем мы видео с того, что разберем, почему 1 числа биткоин резко вырос до 30 тысяч долларов, после того, как протестировал уровень чуть выше 28,5 тысяч. Как мы с вами прекрасно знаем, на рынке крипты все происходит очень быстро и непредсказуемо. Так вот, во вторник рейтинговое агентство под названием Fitch понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Для общего понимания, у каждой страны есть свой кредитный рейтинг, который демонстрирует, насколько надежной является страна и можно ли ей вообще предоставлять деньги в кредит. Самым надежным является AAA, и этим странам дают деньги под самые низкие проценты, а самый худший уровень D, когда страна находится на грани дефолта. В случае с Америкой ее кредитный рейтинг был самым надежным, поскольку развитая экономика позволяла очень быстро оплачивать все внешние долги, но причиной снижения стала угроза дефолта в начале июня, из-за чего штатам пришлось повышать свой лимит госдолга. Так вот, в результате понижения кредитного рейтинга индекс доллара резко упал на 0,5%, а поскольку у индекса доллара и рискованных активов, таких как биткоин, наблюдается противоположная корреляция, мы наглядно видим на графике, как биткоин показал рост. На самом деле S&P понизила рейтинг США до AA+, еще 5 августа 2011 года, после чего индекс доллара и доходность казначейских облигаций сначала снизились, но быстро восстановились. Тогда акции упали, при этом и биткоин упал более чем на 38%, а единственным крупным активом, поднявшимся вместе с индексом доллара, было золото, которое подорожало более чем на 10%. Если отталкиваться от истории, то индекс доллара, похоже, будет расти и дальше, создавая сильное давление на акции и биткоин. Но насчет биткоина не факт, потому что еще одной причиной его восстановления в начале недели стали слухи о том, что самый большой биткоин-кит Майкл Сейлор может купить биткоин на 750 миллионов долларов, а это, на секундочку, больше 25 тысяч биткоинов. Вчера появилась информация, что компания Сейлора MicroStrategy планирует получить около 750 миллионов долларов от продажи своих акций. А поскольку нет никаких официальных заявлений от компании, куда направится эта гора наличных, первое, что приходит в голову, это биткоин, потому что Сейлор почти все деньги, которые инвестировал в биткоин, собирал вот таким способом, продавая акции или облигации своей компании. Поэтому, скорее всего, на эти 750 миллионов он также купит биткоин, как он это делает каждый месяц. Ведь Сейлор у себя в Твиттере написал, что он купил дополнительно
дополнительные 467 биткоинов в июле за 14 миллионов долларов, и он по-прежнему остается самым большим китом, поскольку его компания теперь имеет 152 800 биткоинов, а это около 4,5 миллиарда долларов, а накапливает Bitcoin Seller не просто так, ведь по данным Bloomberg, биткоин становится менее волатильным, чем S&P 500, технологические акции и даже золото. Это потенциально привлекает все больше инвесторов, новый капитал и цена биткоина растет. И если Saylor действительно решит купить биткоин на 750 миллионов, его цена взлетит вверх и потянет за собой рынок альтов. А чтобы быть готовым к любому движению на рынке и заранее получать самые лучшие точки входа, вы всегда можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. Формат нашей работы очень простой. Например, на днях все участники Pro получили сделку по монете Dogecoin, где было указано, на каком уровне открывать шорт, а на каком фиксировать от 35% чистой прибыли. И зарабатывать таким простым образом смогут даже новички, потому что перед тем, как начать торговать, вы получите пошаговое обучение, а после круглосуточную поддержку. Наши специалисты Coin22 Pro уже на протяжении практически года ежедневно предоставляют большое количество прибыльных сделок и торговых идей, ведь это значительно эффективнее и удобнее, чем анализировать рынок самостоятельно. Поэтому переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и начни зарабатывать вместе с нами. Помимо возможной покупки биткоина на 750 миллионов долларов от Майкла Селлера, на рынке активно обсуждают слухи о том, что Министерство юстиции США собирается обвинить биржу Binance в мошенничестве. Эту информацию опубликовало издание Semafor, ссылаясь на инсайдеров, которые знакомы с этим вопросом. Данная новость вызвала бурную реакцию инвесторов, поскольку биткоин сразу потерял всю свою прибыль за день, и больше всех пострадал BNB, который моментально упал на 4%. Но скажу, что паниковать не стоит, ведь CZ уже опубликовал в Твиттере цифру 4. Напомню, что в начале лета SEC уже подала судебный иск на Binance и CZ, обвиняя их в незаконном предоставлении услуг американским пользователям, после чего крипта активно падала вниз. Но в этот раз Минюст США решил сделать все по-тихому, потому что они боятся потенциального краха, как это было после FTX. И сообщается, что они рассматривают возможность штрафов или отказа от судебного преследования. Отношение США к Binance всегда было не самое лучшее. Правительство и SEC постоянно обвиняют биржу в незаконном предоставлении услуг, отмывании денег, манипулировании рынком и так далее. Правда, пока ни одно дело не дошло до суда, и никаких наказаний биржа пока не получила. Binance всегда говорит о том, что американские пользователи не могут получать доступ к основной платформе, а только к Binance USA, которая по факту разрешена в США. И на данный момент Министерство юстиции не предоставило никаких конкретных обвинений, и тем более эту информацию мы получили от неофициальных представителей. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Так что мы обязательно продолжаем следить за развитием этих событий. А еще издание Wall Street Journal сообщило, что несмотря на запреты криптовалюты в Китае, команда Binance регулярно сотрудничает с китайскими пользователями. И если отталкиваться от данных, то на Китай приходится около 80 миллиардов долларов торгового объема на фьючерсах и почти 9,5 миллиардов торгов на спотовом рынке, и все они идут через Binance. Но как такое возможно, если торговля криптовалютой в Китае полностью запрещена? В данном случае на помощь пришел VPN, и несмотря на глобальные меры и обвинения в незаконных операциях, Binance удалось обойти ограничения в Китае, перенаправляя пользователей через разные веб-сайты с китайскими доменными именами. Но если использование VPN можно объяснить, то как китайцы смогли пройти процедуру KYC? Ведь нужно иметь настоящие документы. Для этого китайские трейдеры проводили фальсификацию банковских документов и использовали программу цифрового резидентства, после чего получали весь функционал биржи. Из-за такого активного интереса на Китай, в котором, напомню, запрещена торговля криптой, приходилось около 20% мирового торгового объема биржи Binance. И поверьте, лишь для одной страны это очень много. На данный момент на бирже зарегистрировано около 5,5 миллионов пользователей с Китая, но Binance это прекрасно знает. И в целом она не против работать на азиатский рынок, поскольку позволяет торговать валютными парами с китайским юанем, а также использовать фиатные платежи через Alipay или WeChat Pay. А это самые популярные платежные системы в Китае. Поскольку предоставление криптоуслуг китайцам по сути является незаконным, Binance, конечно же, отрицает любое ведение своего бизнеса в Китае. И вчера представитель биржи заявил, что веб-сайт binance.com заблокирован в Китае и недоступен для китайских пользователей. Но это нам дает понять,
понять, что несмотря на любые ограничения, такая страна, как Китай, активно интересуется криптой и даже занимает 5-ю часть всего торгового объема. И мне кажется, Пекину уже пора задуматься о регулировании этого рынка, чтобы не просто запрещать всю крипту, а разрешать использовать хотя бы базовые монеты, как это сделал Гонконг. И таким образом активных пользователей появится еще больше. Также есть интересная новость, которая касается эфириум ETF. Да, если в июне и в июле все обсуждали запуск биткоин ETF, то сейчас началась гонка ETF на базе эфириума. Вчера появилась подробная информация, что 6 фирм подали заявки в SEC на запуск эфириум ETF. Первым был Volatility Shares Ether Strategy ETF, который был подан 28 июля. Акции этой фирмы активно обсуждали в июне, когда ее ETF Bitcoin Strategy стал первым крипто-ETF с кредитным плечом, доступным в США. Исторически так сложилось, что SEC никогда не одобряла никаких ETF, которые отслеживают фьючерсы эфириума. Но если SEC не отклонит эти заявки, эфир ETF запустят через 75 дней с даты подачи, и акции Volatility станут первыми на рынке США 12 октября, а остальные начнут торговаться чуть позже. И насчет одобрения есть очень хорошие новости, поскольку аналитики ETF Bloomberg повысили свои оценки по запуску спотового биткоин ETF в США с 50 до 65%. Такое мнение аналитиков связано с тем, что авторитетность и роль Генслера в SEC уже не имеет такой вес, как раньше, и все будет зависеть от других председателей. И вторым позитивным фактором является разрешение торговли биржи Coinbase. А если в целом взять мнение экспертов, одобрение биткоин ETF будет уже в этом году, поэтому будем за этим наблюдать. И если появится хоть какая-то информация, первыми ее получат подписчики нашего Telegram. Так что те, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А вам огромное спасибо за просмотр. Любые вопросы можете оставить в комментариях. Всем желаю удачи, до скорых встреч!